Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто полюбит вас всем сердцем? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас, знаете, у вас такое состояние острого недоверия к женщинам. Может проигрываться даже вообще ко всем окружающим, не только к женщинам. Почему такое? Почему такое настроение? Потому что, смотрите, это идет родом из прошлого, это идет от вашей женщины, которая осталась позади. То есть с ней был разрыв, развод, конфликты были. И, скорее всего, это денежная такая женщина была, любительница денег, подарков, которая либо же обманула, предала, эта измена может проигрываться. И с тех пор в вашей жизни очень плотно поселилось именно вот недоверие, особенно к женщинам. Хотя еще может проигрываться у вас такая ситуация, что есть некоторая ностальгия за прошлым. Вот несмотря на то, что произошло у вас с вашей женщиной бывшей, все равно есть некоторый осадок, вот есть какие-то моменты, которые хочется вернуть. Есть даже желание, может быть, возвращения. Я вам скажу, что вы такой человек, который, за словом в карман вы не полезете. Вы такой острый на язык, вы можете отбрить любого. И вообще с вами борзеть лучше не нужно, потому что вы такой человек, который вы можете долго терпеть, а потом вы просто выстреливаете как пружина. И потом мало не покажется всем. Вы терпите, да, вы терпеливый. Особенно это касается в отношениях с женщинами. Здесь вы, конечно, можете вообще таким становиться добряком по жизни, потому из вас и вьют веревки. Вили, вернее, да, женщины. Так, что еще происходит в вашей жизни? Да, вот знаете, я не вижу у вас рядом на данный момент новой такой вот похитительницы сердец, да, так сказать. Вот почему-то вы так держите дистанцию от женщин. Вы знаете, вы как будто невидимую такую крепость, блок между собой и женщинами поставили. Хотя, с одной стороны, вам одному некомфортно. Вот некомфортно. Да, деньги есть, вроде бы неплохо живете, много чего можете себе позволить. Но как-то вы не спешите впускать в свою душу и сердце новую женщину. Именно вот из-за вот этих сомнений, опасений. Плюс еще может быть, что вы не отошли от прежних отношений. Это я говорю сейчас о тех, кто особенно вот, не так давно развелся, допустим. Такая вот своего рода какая-то злость, агрессия в адрес женщин может быть. Поэтому вы не находите особо никого. Да вы особо и не ищете, если так по-честному. Так, что же будет дальше проигрываться в вашей жизни? Так, вот какой-то, знаете, жизненный тупик. Вот тупик просто. Хотя вы такой человек, вот у вас есть возможность. Вот вы, если бы хотели, я думаю, некоторые из вас так и делают, вы с легкостью можете зароманить, да, то есть охотницы вокруг вас есть. Есть влюбленные в вас женщины, просто я вам скажу, вы не о всех знаете. Есть в вашем окружении тайные воздыхательницы. Вы опять у нас в очередной раз, вот снова вы выпали императором, да, то есть император, никак не может, априори не может быть слабаком. То есть вы выпали сильным человеком. Сильный человек, которого обманули, которому сделали больно. И который сейчас находится, не в очень таких приятных каких-то вот ощущениях, воспоминаниях, да. Да, вы можете зароманить. Некоторые из вас пытаются там каких-то девочек иногда для развлечения, да, использовать вот под дьяволу. Вы довольно сексуальный мужчина, вы очень любите интим. Поэтому, смотрите,
Некоторые из вас даже, ну, я бы сказала, не выдерживают долго без женщины, вот именно в этом плане. Поэтому приходится довольствоваться вот этими левыми девочками по вызову. Но я вам скажу, это абсолютно не доставляет того удовольствия, какое может быть с любимой женщиной. Это так, знаете, чисто вот служба спасения 911, служба полового спасения, интимного спасения. Поэтому, смотрите, вот какой-то период, да, вы еще будете в таком вот ступоре перед отношениями, но в вашу жизнь все равно, я вот смотрю, придет новая женщина, причем это будет уже не девочка какая-то по вызову, это будет уже ваша новая любовь. Скорее всего, это будет блондинка, моложе вас по возрасту, светлоглазая, такая довольно стройная, хрупкая. Она очень такая романтичная натура. С такими женщинами лучше общаться осторожно, чтобы просто, ну, никаким словом ее не ранить. Потому что такой типаж женщин, он очень ранимый. И может даже, знаете, вот какая-то неосторожная шутка, вроде бы вам безобидная казалась, но она может обидеться, может замкнуться, уйти в себя. Поэтому осторожно. Женщина, которая живет вот сердцем и душой. Это не продуманная какая-то, не корыстная дамочка. Нет. Она очень такая, знаете, вот, ну, впечатлительная. Такие женщины могут легко пустить слезу, когда смотрят фильм какой-то романтичный, душевный. Могут заплакать. То есть нужно очень и очень, так сказать, как с хрустальной вазой обращаться, очень бережно с ней. Женщина, которая очень вот искренняя в своих проявлениях. Она добродушная, она очень такая лояльная, податливая. Такими женщинами, кстати, пользуются некоторые недобропорядочные мужчины. Вот именно добротой пользуются, какой-то чистотой, наивностью. Поэтому, знаете, вот у нее, я не могу сказать, что у нее прям вся жизнь в шоколаде. Вот она именно из-за своего такого вот очень мягкого, лояльного характера, она много натерпелась в своей жизни. Поэтому будьте осторожны в общении, потому что человечек такой, ну, очень добрый, очень наивный, которых сейчас, ну, реально мало осталось. Вот такой типаж женщин, их скоро, наверное, в Красную книгу нужно будет заносить, потому что, ну, люди с чистой, с искренней душой и сердцем, ну, наверное, уже все реже и реже попадаются. Я думаю, вы это знаете. Почему-то мир перевернулся, к сожалению, и все больше людей, которые ищут выгоду. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет, что реально все больше становится как-то вот отношений по выгоде, наверное. Так, какими же будут ваши отношения? Давайте коротко пробежимся сейчас. Вот, ну посмотрите, у вас может даже семья быть. Однозначно. Причем, знаете, вот вы сами, вы будете как отец ее оберегать. Вот вы будете и подарками в нее вкладываться, и деньгами. Причем это вы сами захотите. Вот настолько она вас своей чистотой, добротой покорит, что вы даже поначалу как-то, знаете, ну, не поверите. Вам причем будут еще друзья завидовать даже, вот когда вы расскажете, когда уже раззнакомитесь, когда отношения начнутся, вам будут завидовать окружающие, потому что, ну, чистого такого доброго человечка, ну, очень хорошо видно, это чувствуется. Причем, смотрите, это ваш как бы судьбоносный шанс будет эта женщина. Именно вот через какое-то время, когда вы, ну, проживете вот какой-то период в одиночестве, вот такой шанс, да, свыше, шанс, вот подарок небес. Причем еще, смотрите, у вас взыграет безумная ревность к этой женщине. Вы настолько вот себя накрутите, посмотрите, вы безумно будете бояться ее потерять. Опять же, вот эти вот ваши страхи родом из прошлого, они снова напомнят о себе. Будете вы себя накручивать, конечно, по полной программе, причем беспочвенно. Знаете, бывает, как накатит что-то, бывает накатят хорошие мысли, у вас накатят плохие.
начнете себя опять накручивать, а вдруг уведут, а вдруг то, а вдруг все. Но это, к счастью, это будет временное явление. Вот вы очень сильно будете бояться, да, вот по башне вы будете бояться. Посмотрите, знаете, у меня такое ощущение, что вы вот в какой-то период, когда будут отношения, вы даже в какое-то такое состояние депрессии можете уйти. Вот до такой степени вы себя накрутите, чтобы не потерять ее, а вдруг то, а вдруг все, да. Ну, то есть, ребят, держите себя в руках, опять же. Вот из-за своей любви, посмотрите, вы будете безумно бояться, что ее уведут другие мужчины. Вы себя накрутите так, что вы можете реально в депрессию впасть. Причем, еще раз говорю, абсолютно без повода. Очень чистый человек, очень верный, очень надежный. Вот женщина, которая будет в вашей жизни. Абсолютно я не вижу никаких предпосылок. Я не вижу никакого обмана с ее стороны. Я не вижу никакой выгоды, корысти. Абсолютно. Поэтому, ребят, ну не загоняйте себя, не загоняйте, пожалуйста. Вы сами себя в какое состояние загоните вот этими мыслями? Я вам скажу, смотрите, если вы будете гнуть вот такую палку, я имею в виду, уж слишком перегнете вот эту палку накручивания себя, вы можете потерять эту женщину. Вот вы можете потерять просто из-за какой-то глупости. Либо же это будет временное такое отдаление отношений, да, вот что она просто обидится. Смотрите, какая получается ситуация. Человек вообще не будет давать никакого повода, да, очень честно и искренне, да, в отношениях с вами. Вы же начнете обижаться непонятно на что, начнете себя накручивать, а вдруг уведут, а вдруг потеряю, а кто-то там прошел, не так на нее посмотрел, да, это все чувствуется. Вы начнете выносить мозг ей. Она увидит, она почувствует ваше настроение, она увидит ваше недоверие, она отдалится от вас. Это хорошо еще, если просто временным отдалением вы отыграетесь, да? Но я не думаю, что вы... Нет, расставания здесь не будет. Но на какой-то период вы можете даже так как бы... Либо же прекратить общение, либо... ну так, как-то реже общаться. Вот именно из-за ваших вот этих беспочвенных страхов каких-то. Хотя вы сами, даже если вы отдалитесь, вы сами к ней проявитесь, потому что вы безумно в нее влюбитесь, вы не сможете без нее. Другое дело, что нужно поработать над собой, тараканов вот этих вытравить из головы, да, из-за вот этого недоверия, из-за опасений, которые у нас выпадают из расклада в расклад. Понимаете как? Вот меня смотрят один и тот же, в общем-то, контингент, да, почему вот довольно часто и попадаются такие вот ситуации у нас в раскладах, да, повторяющиеся. Потому что люди со своими страхами приходят, да, страхи повторяются. Это страхи одиночества, страхи измены, страх потери, страхи одиночества. То есть их очень много. Поэтому я вот хочу вас немножечко предостеречь. Не нужно просто беспочвенно ломать и себе жизнь, да. То есть, да, вы отдалитесь на какой-то период. Ну, понимаете, этот период вы могли быть счастливы. А вы отдалитесь, вы обидите эту женщину своими сомнениями, недовериями, да. Можно потерять человека. Хотя у вас, в принципе, у вас по судьбе, у вас семья с ней должна быть. Казалось бы, да? Вы безумно будете бояться ее потерять. Причем обижульку включите вы. Вы включите обижульку. Второй раз у вас вот выпадает, у вас должна быть семья. Поэтому, ну, я склоняюсь к тому, что вот этот кризисный момент вы все-таки пройдете. Вы не разойдетесь, но нервы попортите и себе, и ей. Именно своими вот подозрениями, недоверием. Но семья падает однозначно, второй раз уже выпала. Поэтому вот вас настоятельно предостерегаю. Не накручивайте себя, не нужно так предвзято ко всем относиться женщинам. Помните, что все женщины разные. Если кто-то один изменил, это не значит, что все будут изменять. И это надо понять.
Здесь абсолютно почвы я не вижу, вот именно с этой женщиной. Абсолютно. Здесь просто пустые, накрученные негативные мысли, которые и вас в депрессию могут вогнать, и отдалить с этой женщиной. Но, к счастью, думаю, ненадолго. Семья-то у вас все равно выпадает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!